По наклонной плоскости на машину закатывают бревно. Масса бревна 100 кг. Высота машины 1,2 метра. Длина наклонных досок, по которым поднимают бревно, 3 метра. Какая сила необходима, чтобы удержать бревно на наклонной плоскости? Так, нам известно, масса равна 100 кг. Высота, на которую поднимают это бревно, 1,2 метра. И длина досок наклонных, которых закатывают это бревно, 3 метра. Спрашивается, какая сила необходима, чтобы удержать это бревно над этой наклонной плоскостью? Это будет высота h, это будет длина L и бревно, которое закатывает в наклонную плоскость. Бревно имеет свой вес, который направлен вертикально вниз. Это P. Этот вес можно разложить на две составляющих. Желательно посмотреть урок номер 003020. Там очень детально расписано, каким образом раскладывается эта сила на наклонной плоскости. В данном случае, если этот угол альфа какой-то, то точно, согласно этого урока, можно посмотреть, разложится сила P на две составляющих. Это одна будет составляющая горизонтальная, которая скатывает это бревно, а вторая составляющая это будет вертикальная, которая давит своим весом на эту наклонную плоскость. Причем она должна, вот эта составляющая, она перпендикулярна наклонной плоскости. А вот эти два угла, они одинаковые. Можно посмотреть этот урок, и там будет доказано о том, что эти два угла обязательно будут одинаковы. Чистой воды геометрии. В данном случае, когда бревно закатывают на эту наклонную плоскость, сила, которая скатывает бревно назад, вот она, вот эта составляющая. Поэтому из этих прямоугольных треугольников, еще раз обращаю внимание на вот этот урок, внимательно посмотрите, почему именно эти углы равны. Можно написать, что в данном случае составляющая m это будет равна p умножить на косинус альфа, а составляющая f равна p умножить на синус альфа. Для того, чтобы это бревно не скатилось вниз, необходимо приложить силу удерживания, f удерживания, которая будет направлена против этой силы, которая пытается бревно скатить вниз. Для того, чтобы его удержать, тут не указано о том, что действует сила трения. Просто сила удерживания должна быть равна силе, которая скатывает это бревно вниз. Итак, условие равновесия мы пишем, что сила удерживания равна силе F. Ну, а N будет компенсировать реакцию основания. Реакция наклонной плоскости, но она в данном случае не принимает участие. Для того, чтобы находилась в покое, необходимо, чтобы сумма всех сил, результирующая, была равна нулю. В данном случае R и N составляют равно нулю, а теперь нам нужно вот эти две силы приравнять. Итак, мы просто говорим о том, что сила удерживания будет равна вот этой силе. И она равна чему? P на синус альфа. P это что? P у нас равно mg. Подставляем значение сюда, получаем mg умножить на синус альфа. Итак, давайте теперь подставим значение, которое есть. Синус альфа это у нас будет отношение противоположного катета к углу к его гипотенузе. В данном случае можем написать, что синус альфа будет равен h делить на l. Отношение противоположного катета к гипотенузе – это синус. А косинус – это отношение прилежащего катета к гипотенузе. Но нам в данном случае нам нужен только синус. Итак, f удержание будет равно mg. На синус альфа подставляем эти значения h делить на l. Теперь все числа подставим. 100 кг множится на 9,8 метров на секунду в квадрате. Множится на h 1,2 метра, что делится на 3 метра. Метры сокращаются, получается остаток именованных величин килограммы на метры на секунду в квадрате. Это то, что мы ожидаем. Реально это будет ньютоны. Если это мы все перемножаем, мы получаем 392 килограмма на метр на секунду в квадрате. 392 ньютона. Для того, чтобы бревно не скатывалось с этой наклонной плоскости, необходимо приложить силу, которая будет его удерживать, находиться в противоположном направлении. Вот она будет действовать сюда и будет равна 392 ньютона. Выпишем ответ, F равно 392 ньютона.